Я выбрала Пуму, а Диадора решила сдать. Что вы еще знаете по-польски? Шестка. Я теж знам такие слова. Блин, почему туда нельзя зайти? Если можно будет, мы зайдем, если нет, выйдем. У кого бабушки в деревне, им, может, вот эта атмосфера знакома. Я уже, если чего-то не знаю на польском, то интуиция как-то помогает. Первый раз в жизни заботиться о учениках. Вырывают зуб человеку, вообще ноль эмоций. Стала какая-то профессионально черствая. Ребятки, мы пришли сдавать вторую пару обуви. Я выбрала Пуму, а Диадора решила сдать. Ну, короче, мы пришли в почкомат. Возврат очень простой. Ну, у Е-обуви есть несколько вариантов возврата. Самый быстрый — это отнести прямо их в салон. В салон. Да, ну в торговых центрах у нас один есть, он далеко, и смысла нам туда нету ехать. Это быстрее, деньги возвращаются на следующий день и все такое. Ну окей. Самый удобный для нас способ — это почкомат. Вот он. Делать все просто. Там внутри была бумажка возврат, там нужно заполнить минимальные данные. Есть еще наклейка обратная, вот и нужно на сайте оформить возврат, там тоже заполнить несколько своих данных. И вот, для почкомата приходит код. Сейчас мы введем и оставим. Давай покажем, как это будет. Погнали. Так, код нужно вводить. А код придет тебе на телефон? Он уже пришел? Когда я оформлял на сайте. И просто нужно ввести, да, сюда? Я сама посмотрю, ребята, я даже не видела. Я только забирала посылку, но не отправляла. Какой-то код. Вот. И вот код вводить, да? И должна, ребята, открыться ячейка, куда всунуть. Где она, Сюшка? Еще не все. Венгша. Мнейша. Так, какую? Большую нет, это, или... типа, автоматически выбралась ячейка. В эту вряд ли влезет. Размера. Нет, они знают. Там они знают? Поняли, какую я возвращаю. Вот, короче, вот так. Нажимаю открыть. Открылась, офигеть. То есть вот такая бы нам не подошла, нам не влезла. Да, можно выбрать больше-меньше. Нам проще такую же. Всё. Офигеть. Удобно, да? И, кстати, вот эти почкоматы немного где? Да, часто. Нам минут 7 пройти. Да. Все. Очуметь. Все, подтверждаю. И ждем деньги, когда деньги придут. Да, 2-3. Блин, капец удобно, да? Да. Очень удобно, ребят. Еще должно прийти смс подтверждение. Вот. Есть смс, все сделано. Да, все, трек-номер будет. Шикарно. А сейчас пойдемте посмотрим на красивые места в Лоди. Вышли погулять. Плохо видно, есть вот такие места в Лоди. Вот какой-то гараж вообще заброшенный. Непонятно, но есть и очень... Как мы всегда говорим, что Лодь, она такая необычная. Тут есть свои контрасты. Очень рад. И вот один из контрастов, но мы сейчас пойдем и покажем красивую Лодь, да? Красивое место есть такое классное, недалеко от дома. 3 минуты вот от всего этого. Но это такой райончик, если честно, мне самой страшно здесь находиться. Ну ничего, Сашка, пошли в нормальное место. Ой, сегодня, ребята, так солнечно, так классно на улице. Кстати, сегодня воскресенье. Я вот недавно пришла с учебы. Можно подробнее рассказать, а то я про учебу-то ничего не рассказывала. Надо. Попозже. А сейчас мы идем. И вот здание санинспекция. Круто. Блин, обожаю вот такие дома. А справа пункт приема анализов. Выглядит не так красиво, как вот это здание. Извините, Тут еще такие кустики красивые, Сашка. Это не наши. Красиво. Нет, это не мои любимые. Мне нравится, когда, знаете, такие, которые можно вот так делать. Хотя эти тоже можно, Саша. Видите, они так отпрыгивают. Прикольно? Все гуляют. Классно. Вон детей много. Ребят, сегодня 100% хороший день. И знаете почему? Потому что тут есть такой музей, похож на Скансон, и у него полностью открыты двери. И можно входить. То есть мы вот сейчас зашли,
И это бесплатно. Пока что с нас не попросили Там денег. касса, наверное. А, есть касса? Ну, неважно, Я не по знаю. территории-то можно ходить бесплатно, и много людей. И я так давно хотела сюда зайти, потому что обычно мы только ходим мимо. Сейчас я вам покажу дом, который мне очень сильно нравится. Мы сюда... Я представляю, что в этом доме жил какой-то писатель, художник. Сашка, ты как думаешь, кто же? Ну, кто-то такой. Вот. Либо Тут это... такие либо это, что-то другое. стекла такие красивые. Мне очень нравится. Сейчас пришло время показать дом, про что мы говорим. Вот он. Офигеть. Очень красивый. Посмотрите, сколько стекол. То есть он вот в каком-то... Мало дерева и много стекол. Ну, это очень прикольно. Ну, редко такие дома можно встретить, тем более того там времени. Но мы не знаем конкретики, потому что тут нету никакой таблички. Мы не можем посмотреть, да? Где можно почитать про этот дом? Ну, если только в интернете, но мы не знаем. Да. В общем-то, пока, скажем так, в 2 словах, что нам нравится этот очень дом. Очень классно. И тут всегда были закрыты эти ворота. Никогда нельзя было войти, да, Сашок? Ты сейчас в лучах солнца. Солнечный человечек. Сашка, посмотри в камеру. Ну, скажи что-нибудь. День добрый. День добрый. Что вы еще знаете по-польски? Шестка. Wszystko в порządku? Я теж таке знам, таке слово. Ребят, представляете, вы сейчас услышали отрывок по-польски. Видите, как мы говорим шикарно? Так, вот это касса написано. Билетная касса. Билетная касса сделана в таком же стиле, как и вот этот дом, что я показала. Но мы хотим пройти дальше. Можно ли пройти дальше? Или сейчас скажут... Сашка, как думаешь, пройти дальше можно? Или сейчас скажут, пенён загоните? Я думаю, ну... Нет, вход в музей с Петраковской, а это просто территория. А, ну wszystko dobrze. Получается, что мы можем спокойно... О, а это... Блин, это получается, как моя фантазия вообразила, Сашка, что это какой-то типа городок, как раньше был, или какой-то дом. А, все, я додумала. Слушайте внимательно. Это главный дом какого-то богатого человека, и у него был свой персонал. Персонал жил вот в этих бараках. О, ребята, как вам сложно посмотреть. Вот в этих бараках. А, есть карта. Ну, подожди. И у него была своя церковь. Костел. Нормально я додумала? Жил-был пан. Да. Со своим хозяйством. Да. Так, давайте посмотрим, что тут есть. Центральный музей локиництва в Лоди. А что такое влокиництво? Качество. А, ткачество. А, ну тут же все ткачество. Лодь это тут фабрики ткаческие. Блин, классно. А вот это Скансен. А можно в Скансен войти? Конечно, нет. А в костел? Я видела, люди заходили. Это просто летний дом. Это дача. Летняя вилла. Да? Летняя дача. Вот так-то, ребятки. Пошли попробуем в костел зайти. О, блин, как прикольно, да? Еще вообще мне так нравится это место. Ребят, я хочу прорваться туда. Ну, не знаю, пустят или нет. Это вот костел. Ну, дверь открыта. Пошли попробуем. Если можно будет, мы зайдем. Если нет, выйдем. Ребята, мы зашли. Говорю шепотом, потому что мне страшно, что выгонят. Вот так внутри. Такой, знаете, реально деревянный костел. Такой 2-й этаж. Вообще здорово. Алтарь. Круто. Офигеть. И вот потолок. Вау. Ребят, я в шоке. Так люблю заходить куда-то, где, знаешь, типа нельзя, но ты такой пролазишь, и типа, может, и можно. Песни какие-то, бабки. Ты ж меня подманула, ты ж меня подвела. Песни где-то это играют. А вот какое здание. Класс. Сашка, тебе нравится? Ну, тут классно. Очень прикольно. А посмотрите еще, как вот такая каменная эти. И дорожка эта каменная. Круто. А Сашка у нас заделался водопроводом. Или как человека назвать, Сашка?
Марио. Марио? Ла Марио. Короче, мы тут такую эту колонку нашли, и вроде она рабочая. А вода прям идет? Ну, может, если очень долго. Ну-ка давай, качай. Работай. Ну посмотреть, идет вода или нет? Не, она только скрипит. Не. Здесь есть какая-то канализация. Короче, ой, блин. Вот этот разноцветные вот эти домики, знаете, как в Италии. Вот этот остров. Ну, Как это? Бурана. Ну, конечно, не так, но Другие. цвета именно, я имею в виду. Ну, конечно, там по-другому, ребята, я преувеличила. Так, люди заходят. Пошли, мы тоже зайдем. Вон, люди заходят. Пошлите посмотрим, может, можно? Вот, тоже такой дом прикольный. Ребята, я обожаю музеи, в которые можно зайти бесплатно. И тем более, вот это типа Скансенс. И это напоминает, блин, вот дома бабушек. Ну, музей Ну. быта. Это, получается, можно посмотреть, зайти и вот окунуться в эту атмосферу. Тут даже не Блин, хорошо. так круто. Это вот бабулина комната. Да. Ну скажите, вот прям вот так уютно. Я не знаю, все, у кого бабушки в деревне, им, может, вот эта атмосфера знакома. Да, Сашок? Мгм. Да у всех это знакомо. Вот у меня у бабушки не было такой бутылки. Мгм. А тут есть. Ну, правда, бабушки уже сейчас все посовременнее, чем, ну, когда-то давно. Расскажу вам историю. Когда вас выгоняют из музея не за отсутствие билета, а за отсутствие масочки. Сашка, что скажешь свое оправдание? Потому что у меня там масочка есть, а у Алехандра Потому нет. что И нам Я попросили. весеннюю куртку Да. достал. Красавчик вышел. И мы Он- никуда не планировали идти в общественные Да. места. Вот Логично. так-то. И мы не можем теперь Сходи зайти. одна. Одно, говорит, Да, идти. да. А ты как посмотришь? Обнять На видео. А так и никак не посмотрю. Хоть на видео посмотрю. Ты красавчик, йога. Ходишь? Главное, подошел пан, любезно сказал, оденьте, пожалуйста, масочки, потому что у нас контроль какой-то там. Я говорю, да, конечно, я уже надела. И Сашка, ой, забыли. Забыли он. Понимаете ли, ребятки? Поэтому мы ходим теперь по окрестностям, по улице. Ладно, придется идти одной. Пошли, пока я зайду, чтобы это не закрыли, вообще никуда войти Ну, я нельзя. хоть на видео посмотрю. Смотри, вон люди вообще, это жилой дом, они просто из окна смотрят в музей. Блин, бесплатно можно войти в любой дом, который открыт. А открыт пока только один. Ой, ребятки. Не, ребята, отбой тревоги. Короче, никуда нас не пустили больше, потому что, оказывается, нужный билет. Первый раз нас не спросили, мы зашли так все спокойненько. Ну, все открыто, куча людей. Да. Непонятно. А сейчас я зашла в одно здание, и меня спрашивают, у вас билет есть? Я говорю, нет. Ну, может, конкретно какие-то Да. здания нужен? Непонятно. Ну, короче, больше никуда нельзя. Ну вот все, что успели случайно заснять и сходить. То считайте мои везунчики. Хоть что-то посмотрели. Эх, ну ладно, ничего страшного, зато побыли. В принципе, хотела тут побыть, и очень неожиданно, что мы сюда попали. Сашок, Ну, конечно, неожиданно. вот так. Все, ребятки. До связи. Такое солнышко. До связи, ребятки. Собственно говоря, мы пришли в это место. Оно, знаете, недалеко от нашего дома. Тут такое вот, не знаю, тут просто вот заведение, как обычно. Такой лофтовский стиль. Очень мне нравится, классно. Ну, это единственный популярный Да. стиль в Лодзе, потому что тут много кирпичных зданий. Очень много. О, смотри, какие симпатичные башенки. О, здорово, реально. Ну, тут реально классно. Только знаете что? Оно еще не очень популярно и мало людей. И вот ресторация, ну, ресторан итальянской кухни, там вон суши. Прикольно. И тут еще, если бы было, ну, машин много, но людей мало. Может, люди внутри? А тут даже фьюжн ресторан есть. О, видите, как тут много всего есть. Место вот такое. Ну, тут интересно так походить, погулять, позырить. Мне нравится. Ой, Сашка, быстрее. Ой, я что-то вижу. Так, а это какой-то арт-объект. Не, Что ну, это? Историческая фигня. Историческая фигня, спасибо. Вся территория — это огроды Гейера.
И это вот тоже. Какие-то огороды кого-то. Ну, какой-то фабрикант. Какая-то фабрика. Тоже что-то. А, вот Гейер, вон Может, написано. ткацкое что-то, 1928 года. Слушайте, ну агрегат такой непонятный. Ну тут это представлено как какой-то, арт-объект музейное что-то, да? Да. Прикольно. Ну, тут реально много всего. Ну, такое, не знаю, как-то такое заведение. Ой, не заведение, а такое место. И в Лоде, на самом деле, уже мы видели таких несколько мест. Например, одна из них мы были, даже видео можно прикрепить, млын. Да. Да? Да. Там тоже очень похоже. Еще И я были думаю... на Петраковской. Да, и я думаю, возле нашего дома будет примерно такое же Ну, место. планируется. Да. Вот там столько классных домов строят. Ну, вам не видно, ребят, солнце. Но там, вон, в том направлении очень классные. В Польше такие классные современные квартиры. Ну, в смысле, дома с квартирами мне очень нравятся. Ну, как-то вот так. Меня уже не так сильно впечатляет. Но это очень красиво. Но так как мы в Польше это уже видели, в Лоде это уже видели несколько раз. Меня уже как-то, прикольно. Прикольно, красиво, есть на что посмотреть. Но пока что нет людей, и это такое необжитое место, как мне кажется, то нет еще вот этой вот души, атмосферы, да, Да. места. Еще, вон, смотрите, такой прикольный коридор какой-то, стеклянно-железный. Прикольно, все равно. Не, прикольно, но когда тут будет больше людей, уже сказала 700 тысяч раз, тут будет круче, да? Короче, пришло время рассказать, как там у меня в школе. Напоминаю, что я учусь в СКК. Помните, я снимала уже видео, то, что было онлайн занятие, а сейчас у меня занятия офлайн. То есть я уже вторую неделю как прихожу в саму школу заниматься. Что я могу сказать? У нас пока ходит там 6 человек. Вроде в группу у нас состоит чуть больше, там до 9, я точно не помню. Но приходится так 6-7 человек. И знаете, сейчас мне, конечно, намного больше нравится учиться, потому что я как бы вот немного шарю в польском. Потому что когда в косинусе, для меня вообще 99% была информация просто пропущена мимо ушей, потому что я не понимала, о чем они говорят. Сейчас, естественно, уже получше, потому что Сашка, ты меня понимаешь? Что я понимаю польский. Не так хорошо, но уже, разумею польский. Но на самом деле я сравнивать не хочу школы, потому что это разные периоды моей жизни. Вот в косинусе я была тогда, когда у меня был ужасно отвратительный польский, Саша. Невозможно сравнить. А сейчас я уже, если чего-то не знаю на польском, то интуиция как-то помогает. И уже интуитивно ты как бы понимаешь, складываешь предложения и уже понимаешь, о чем они говорят. Поэтому сравнивать я не буду эти две школы. И там хорошо, и тут хорошо. Но тут мне сейчас лучше, 100%, потому что я уже сказала, что мне лучше с польским. Потом преподаватели. Преподавательский состав вообще хороший. Вообще, они меня так удивляют. У меня такого никогда в жизни не было, что преподаватели говорили: не переживайте, у нас все сдают экзамены. Представляешь, Сашка? То есть обычно всегда пугают, да, говорят, типа, вы готовьтесь, я вам там не зачет или еще что-то поставлю, типа, вы мне не сдадите экзамены, а тут наоборот, вы 100% сдадите, вот, посмотрите, как все легко, вы подготовитесь, вам не будет так сложно. Вчера нам даже вообще показали вопросы, какие будут на экзамене, такое, понимаешь? И он говорит, вот преподаватель, о котором я сейчас говорю, мужчина, и он говорит: не переживайте, я не сделала очень сложный вопрос. Представляете? Первый раз в жизни заботиться о учениках. Не знаю, я училась в Беларуси много где, реально много где, и я вот не помню, Саш, чтобы вот такое было отношение. Обычно всегда все пугают, а тут прям приятно. Что еще вам сказать? Учителя мне нравятся. Мне не нравится учиться в субботу, воскресенье, пятницу. Нет никакой расслабленной жизни. Получается, что я сейчас занята, всегда. А если я не занята, то я сплю, потому что я не высыпаюсь. И вот за 2 недели мы первый раз вышли с Сашей погулять. Потому что, во-первых, всегда плохие новости были до этого. Они сейчас, в принципе, продолжаются. Но тут у меня хотя бы какое-то, знаете, настроение хорошее из того, что нас отпустили раньше сегодня. И я такая думаю: ура! Есть время там погулять, с Сашкой приходите. Вот мы тут. Что еще рассказать? Про работу? Про работу тоже хорошо у меня все. Уже намного лучше.
чуть-чуть начинаю как-то со всеми общаться. Потихонечку, знаете, маленькими шажками, не 100%, а получше. То есть я узнаю людей, они меня узнают, и какое-то доверительское отношение. А работать мне реально на сегодняшний день мне прям очень нравится. Мне нравится там мешать пломбы. Знаете, мне нравится контактировать с врачом. Иногда нравится читать мысли врача. То есть ты уже, когда проходишь какую-то вот процедуру, ты уже знаешь примерно, что врачу понадобится в тот или иной период. И я уже в некоторые процедуры, я уже чувствую интуитивно, что нужно врачу вот в этот момент. Это тоже мне очень нравится. Вообще никогда не думала. Я, знаете, много где работала. Сашка не даст соврать. Когда-нибудь об этом расскажу. Наверное. Ну, если это вообще интересная тема. Но я никогда не работала в медицине, я никогда не хотела работать в медицине, уж тем более в стоматологии. Когда я прихожу в стоматологию, то вот этот запах, вы понимаете, да, когда приходишь в стоматологию, вот этот запах, он меня напрягает. Я вообще всего этого боюсь. А сейчас я спокойно вырывают зуб человеку, вообще 0 эмоций. Шьют при мне вообще. Я даже щеку держу. Тоже 0 эмоций. Мне не больно даже. Короче, стала какая-то профессионально чёрствая. Вот. Ну, как-то вот так это все происходит. И мне нравится. Я не ожидала, кстати. Я всегда думала, что я офисный человек. Мне очень нравится в офисе. Сейчас я поняла, что, наверное, я открыта ко всему новому. И мне нравится все новое. Все, что новое с нами происходит, мне все нравится. Вот так, наговорила. Сашка, понял мой рассказ? Ребята, поняли? Эй, вы! Поняли? Ну все, короче, ребятки. Как всегда, держите за меня кулачки, потому что впереди еще куча всего, да? Еще почти год остался. Да, блин, учеба-то, конечно, Ни кошмар. выходных, ни поездок. Да. Ну, раньше мы как-то ездили побольше, сейчас когда побольше, блин. Я после работы в пятницу сразу иду на учебу, в субботу утром я сразу иду на учебу до 3. Реально, до 3 я учусь. Пока доеду туда-сюда, и уже, блин, уставшая. В воскресенье опять утром и до 2. И, блин, нет жизни. И в понедельник на работу. Жизни нет. Все, на год просто обрезали мне жизнь. Ну, ничего страшного. Все будет нормально, да? Все, ребята, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Что еще надо делать? Пишите комментарии. Да. И пока. До видения. До видения.